Всем здравствуйте! Сегодня я проведу небольшой расчет петель для вязания реглана сверху с ростком. Поэтому это видео будет посвящено именно реглану сверху. Вот у меня провязана уже ложная кетовка. Ворот провязан. Я вяжу свитер. И сейчас буду распределять петли для вязания реглана. Каким образом? Расчет петель я провожу, скажем, недолго, быстро. Он нужен обязательно, потому что если не провести неправильно этот расчет, то и изделие будет смотреться и носиться не очень комфортно. Что касается расчета, в первую очередь я покажу на схеме. У нас 120 петель, на спицах у нас 120 петель. Первое, что я делаю, для реглана у нас будет 5 петель, поэтому 120 петель вот этих вот я отнимаю 20 петель, которые идут по реглану, и остается 100 петель. И эти 100 петель сейчас я высчитываю по формуле. Из этих 100 петель на перед и спинку. Формула такая: вот это вот количество петель сначала делю на 30, а затем умножаю на 11, и получается 37 петель. То есть 37 петель идет на спинку, 37 петель идет на перед. Что касается рукава, на рукав уже другая формула. Вот эти 100 петель опять же я делю на 15 и умножаю на 2. Получается 13,3, округляем, 13 петель. То есть по 13 петель на один рукав и на другой. И, конечно, нужно пересчитать это количество петель, чтобы оно было именно вот это, которые мы брали для высчитывания формулы. Таким образом, это, скажем, такой вот первый этап у нас. Но поскольку я сказала, что у нас будет еще росток, значит, следующий шаг мы должны рассчитать, что нужно сделать для того, чтобы выполнить росток. Что касается ростка, вот у меня на этой схеме показано количество разворотов для того, чтобы выполнить наш росток. Почему такие цифры? Я сейчас вам все объясню. Росток для изделия, которое 48-50 размер, вот который я вяжу, будет у меня 5 сантиметров. Плотность вязания в рядах: в 1 сантиметре у меня 3 ряда. Значит, для того, чтобы выполнить росток 5 сантиметров, я должна провязать 15 рядов. Но оно должно быть четное количество, потому что ряды идут поворотные. Мы будем вязать туда-обратно. Поэтому 16 рядов мне нужно провязать для того, чтобы выполнить росток в 5 сантиметров. 8 рядов будет лицевых и 8 рядов изнаночных. Так, следующий шаг. Для того, чтобы выполнить вот этот росток, 16 рядов мы делим на 2. Значит, по 8 рядов поворотных у нас будет. 4 ряда поворотных будет по рукаву и 4 ряда по переду. Сначала мы начнем вязание вот здесь, вот я обычно начинаю, и затем иду по спинке к первой точке разворота. Смотрите, я их уже поделила таким образом: на рукав 13 петель и точки разворота 4, 4, 3, 2 с одной и с другой стороны. По переду у меня 2, 2, 3, 4. Значит, вот отсюда я начинаю вязание, провязываю спинку, затем иду вот эту вот точку разворота, 4 петли я провязываю и назад иду к этим 4 петлям, провязала, и обратно иду, уже провязываю вот до этой точки разворота. Кроме того, делаю прибавки, конечно. Прибавки делаются после, до регланной линии и после. Сколько петель у нас должно быть на спинку? Все зависит от того, сколько у нас точек разворота. Смотрите, по рукаву у нас 4 точки разворота. Значит, первоначально у нас было 37 петель по спинке. Поскольку у нас 4 точки разворота, значит, от спинки мы отнимаем 4. И получается 33 петли.
То есть с самого начала мы распределим на спинку 33 петли. Что касается переда, к переду мы прибавляем. У нас 4 точки разворота, поэтому 37 петель, которые у нас были по спинке, вот здесь вот, мы прибавляем эти точки разворота 4, и получается 41 петля. В результате у нас получается вот такой вот рисунок. Вот у наша горловинка. Это у нас идут регланные линии по 5 петель, а всего у нас 120 петель. Так, у нас по рукаву получилось 13 петель. 13 петель. По спинке 33 петли, а по переду 41. И вот сейчас мы с вами будем распределять вот эти вот петли наши. Будем маркерами помечать, где у нас регланная линия, где у нас перед, где спинка. И вот так вот выглядит распределение петель, когда мы повесили маркеры. Оранжевый маркер — это начало у меня вязания будет. Дальше идет у меня спинка. Вот это вот регланные линии по 5 петель. Соответственно, вот здесь вот у нас рукава, а здесь перед. Надеюсь, видео это было вам полезным. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!